Всем привет! Сегодня у нас будет не совсем обычный видеоролик, и я хочу вам показать одинаковые масштабные копии в моей коллекции. Я собрал вам, на мой взгляд, наиболее симпатичные, но если у вас будет интерес к продолжению данной рубрики, то обязательно напишите комментарий и поддержите видеоролик лайком. Тогда я к следующему видеоролику подготовлю другую партию моделей, и можно будет собрать также автомобили тройняшки, четверняшки, потому что у меня есть и по 5 одинаковых моделей, и я вам также постараюсь объяснить, почему я покупаю эти автомобили, и зачастую эти модели я покупаю за кадром и показываю вам в видеоролике только один вариант окраски или, например, один вариант исполнения. Я также, когда делаю сравнительные видеообзоры, иногда демонстрирую разные грузовики, которые внешне друг от друга не отличаются, и вы можете подумать, что я показываю одну и ту же модель, только почему-то на нее постоянно переставляю колесики и регистрационные номерные знаки. Но на самом деле все гораздо проще. Это просто два одинаковых грузовика, которые я покупал или в разное время, или за один присест просто взял две одинаковые масштабные копии. И также будет интересно узнать, есть ли в ваших коллекциях автомобили-близнецы, почему вы их купили, что вы с ними делали и как вы их дорабатывали, если тоже у вас были планы по доработке и вы их осуществили. И начнем мы с обзора лимузина Cadillac Series 75, и эта масштабная копия копирует прототип 59 года. Модель от бренда TSM довольно дорогая, эти автомобильчики уже сняты с производства, хотя при желании их можно найти в открытой продаже. И у TSM такой Cadillac предлагался в двух вариантах окраски. Первая модель в классическом черном цвете, второй лимузин был в серебристом цвете. И купил две модели, потому что, во-первых, я большой поклонник американских лимузинов и также американской техники, и я думаю, будет правильное утверждение, что послевоенный американский автопром был лучшим в мире, и все на него равнялись. Эти машины обновлялись буквально каждые 2 года, и, например, если посмотреть на Cadillac 61 года, он разительно будет отличаться в плане дизайна от машины 59 года. Я также собираю эти модели за кадром, и у меня помимо лимузина такой Cadillac есть с классическим кузовом типа седан, есть закрытое купе и пару кабриолетов. И один из кабриолетов я покупал еще в начале 90-х годов. Это была старая модель от бренда Vitesse в розовом цвете, и была установлена фигурка Элвиса Пресли. И на ту модель давно я тоже, по-моему, делал маленький видеообзор. Кому интересно, можете поискать старый видеоролик на этом канале. И вот так выглядит автомобиль в классическом черном цвете. Но, например, если собирать только черные лимузины, будет довольно мрачная коллекция. Поэтому наиболее интересные машины для меня я стараюсь приобретать и в других вариантах окраски, и данный Cadillac не является исключением. И второй автомобиль выглядит, на мой взгляд, более элегантно, и из-за того, что здесь не так контрастируют хромированные детали на светлом фоне, машины смотрятся абсолютно по-разному, несмотря на то, что это один и тот же прототип. И вот так выглядит серебристый вариант. Тоже, повторюсь, очень красивый лимузин. И помимо цвета и регистрационных знаков у этих масштабных копий отличий нет. И давайте покажу вам следующие модели, которые у меня в нескольких вариантах исполнения. Например, покажу вам Mercedes 600 в кузове W100, и это модель от XO Models. И таких Мерседесов у меня гораздо больше, чем 2 штуки, просто 2 из них от бренда XO. И с этой моделью была интересная история. Вообще хотел приобрести такой Mercedes от AutoArt, но модели не было в черном цвете, и в то время я приобрел серебристый вариант от Арта и решил взять в дополнение черный автомобиль от XO Models, просто временно, пока я не найду нужную для меня модель. Но эта модель меня порадовала качеством сборки, особенно с учетом ее цены, и этот лимузин немножко отличается от варианта AutoArt. Здесь мелкие отличия, например, вентиляционное отверстие для кондиционера над
крышкой багажника, и также немножко отличается дизайн покрышек. Поэтому решил оставить этот вариант в коллекции после покупки черного варианта от AutoArt. И потом впоследствии я также увидел такой же Mercedes, только в спецверсии для одного интернет-магазина. И этот вариант мне очень понравился схемой окраски. Насыщенный темно-синий цвет, что-то похожее на Royal Blue или, возможно, Navy Blue. И у этого автомобиля очень красиво окрашен салон в темно-бордовый цвет. И машины прекрасно смотрятся на одной полке друг с другом. И тоже именно из-за цвета и из-за того, что я большой поклонник автомобилей марки Mercedes, решил приобрести второй вариант в коллекцию. И эти модели у меня до сих пор хранятся, продавать я их не собираюсь, и это прекрасное дополнение к двум другим Мерседесам от AutoArt. И на модели от Art я тоже делал детальный видеообзор, как и на эти Мерседесы. И следующие масштабные копии от Deep Models. Я вам покажу два одинаковых ГАЗ-5312, машины бежевого цвета в выставочном варианте исполнения. И эти модели я взял попросту, потому что на них была хорошая цена. И на базе ГАЗ-53 и различных модификаций можно сделать много вариантов с разными надстройками. И, в принципе, одну из моделей я и покупал под эти цели. Например, на один из таких грузовиков я могу подставить надстройку из полимера. Это был компрессор от Deep Models, который я тоже не так давно приобрел в свою коллекцию. Ну, вот так выглядит грузовичок. Они выпущены ограниченным тиражом. И у меня в коллекции также есть и другие модификации ГАЗ-53, как с бортовым кузовом, так и различные варианты. Пожарный автомобиль, автомобиль-фургон, цистерна, молоко и так далее. И покажу вам точно такой же ГАЗ-53. И эта модель отличается только порядковым номером на плашке, прикрепленной к подиуму, а других отличий у грузовиков нет. И на самом деле, скажу по секрету, у меня не два, а три таких грузовика, но третий я уже не буду демонстрировать в данном видеоролике, потому что у нас рубрика называется «Близняшки». Если будет интерес к продолжению серии и рубрика следующая назовется «Тройняшки», тогда там уже покажу три грузовика. И давайте теперь вам покажу импортные автомобили Mercedes-Benz 600 SEL. И это масштабная копия от Maxi Champs, переиздание старого варианта Mini Champs. И я взял автомобиль в серебристом цвете и второй вариант в классическом черном цвете. Опять же, мне визуально нравится больше серебристый автомобиль, машина выглядит более элегантно, но такой Mercedes, я думаю, большинство людей привыкло видеть в черном варианте окраски, поэтому взял и черный. И также у меня в коллекции есть и старый Mercedes от Mini Champs. И как-нибудь я сделаю сравнительный видеообзор, где покажу вам все свои 140-е Mercedes в масштабе 1 к 43. Тоже вполне хорошая масштабная копия. Она в Европе продается за 30-35 евро. И эти модели сейчас встречаются в открытой продаже. Особого ажиотажа на них нет. Так что если вы в свое время не приобрели такой автомобиль, можете поискать его в европейских магазинах. И покажу вам его брата только в черном цвете. И, возможно, черный автомобиль выигрывает за счет того, что тут лучше просматривается окантовка серебристого цвета. На светлом варианте она полностью сливается с цветом кузова. Но, повторюсь, мне серебристый вариант больше нравится. И, конечно, хотелось бы видеть такой Mercedes не только в двух вариантах окраски, но и в белом, возможно, в зеленом цвете. Ведь помимо черного и серебристого эти машины окрашивали и в другие красивые цвета. И давайте покажу вам еще легковушки, например, американский кабриолет Dodge Custom Royal Lancer 59 года. Модель от Neo Scale Models, и у меня в коллекции
3 таких автомобиля, и третья модель предсерийная, она окрашена в том варианте окраски, который не пошел в серию, но сегодня я вам покажу только те модели, которые были доступны в открытой продаже. Тоже очень красивый, необычный автомобиль. Мне нравится схема окраски, то, как проработан салон, и вообще у Neo, я всегда говорил, прекрасная покраска. У меня из почти 2000 моделей от этого бренда я могу придраться только к 5 автомобилям, у которых были мелкие дефекты. И то половина из этих моделей была предсерийной. То есть это тестовые образцы, которые не пошли в продажу. Ну, вот такой автомобильчик. И покажу вам точно такой же Dodge, только в красном цвете. И у этого автомобиля отличается схема окраски салона, и боковинки, и нижняя часть автомобиля точно в таком же белом цвете, как на зелененьком варианте. Ну, обе машины смотрятся очень эффектно, и даже сложно сказать, какой автомобиль мне визуально больше нравится. И у этих моделей также отличаются регистрационные номерные знаки. И что мне нравится у производителя Neo Scale Motors, то, что они на каждый автомобиль устанавливают собственный номерной знак. И, например, если это одна и та же модель, только в разном варианте окраски, у нее все равно будет другой регистрационный знак. Это тоже добавляет реалистичности масштабной копии и украшает саму модель. И покажу вам еще пару моделей. Например, могу вам продемонстрировать Икарус 250-58 от производителя Classic Bus. Давайте уберем Мерседесы, чтобы они нам не мешали, потому что автобус довольно большой, и можно его поставить на стол. И такой Икарус у меня как в варианте Intourist, так и в варианте Soft Transauto. И эти модели я приобрел по простой причине. Долго думал, в каком варианте выбрать автобус. Нравится как Intourist, так и Soft Transauto. И потом решил взять два автобуса. Я думаю, правильно поступил, потому что если бы думал дольше, эти автобусы исчезли с продажи. И, например, вот так я пригорел, когда выбирал более современный Икарус. Я взял первую модель в классическом красном цвете, без каких-либо надписей. А второй автобус предлагался в варианте Intourist. И как раз думал, стоит брать Intourist, не стоит. Не нравилось то, что отсутствовали надписи на боках автобуса. Но пока раздумывал, эти автобусы тоже исчезли с продажи. И уже потом их по адекватной цене найти было невозможно. И я думаю, надо было все же взять второй вариант. И тогда уже было проще определиться с выбором. Ну, вот такой красивый автобус. Я думаю, тоже у некоторых из вас есть эта модель в коллекции. Машина очень тяжелая, у нее массивный металлический корпус, и это, пожалуй, один из лучших Икарусов в 43-м масштабе на сегодняшний день. Конечно, если мы говорим о промышленных изделиях. И покажу вам его близнеца. Это машина в схеме окраски Soft Transauto. Точно такая же ярко-красная полоса, только отличается надпись. И, естественно, у этих машин отличаются регистрационные номерные знаки. Автобусики красивые. Жаль, что Classic Bus не выпускает другие модификации, а они ограничиваются преимущественно только перекраской этих машин. И покажу вам последние два автомобиля. Это лимузин ZIL 41072 Scorpion. Машина сопровождения, и тоже взял два одинаковых автомобиля, попросту потому, что Скорпионы не ездят поодиночке. И эти машины прекрасно будут смотреться в виде какой-нибудь диорамы. Можно поставить главную машину и два лимузина сопровождения по бокам. Тоже вполне симпатичная масштабная копия. Уже говорил, на сегодняшний день это, пожалуй, лучший промышленный образец подобного ЗИЛа, но, конечно, тоже есть некоторые замечания. Например, на одном лимузине у меня отслоились молдинги из фототравления, но эта проблема наблюдается на многих моделях
из полимера. Я эти детали время от времени подклеиваю. Некоторые оставляю в таком виде, потому что попросту не доходят до них руки. Но вот что есть, то есть. И пишите в комментариях, какие из показанных мною моделей есть в ваших коллекциях, почему вы покупаете одинаковые автомобили. Возможно, вы берете недорогие модели из журнальных серий для конверсий. Это тоже одна из причин, по которой можно приобрести абсолютно идентичные модели. И также будет интересно узнать, какие конверсии из базовой модели делали вы. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик и также подписывайтесь на мой второй канал. Там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на масштабные копии из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.